Всем привет! С вами Автандил. Сегодня мы продолжаем серию наших видео про синтезатор Roland D20. В этом видео мы поговорим о звуках, которые издает синтезатор, и о терминах, которые описывают эти звуки. Все, что с этим связано. Итак, поехали. Включаем наш синтезатор. Мы видим, что в синтезаторе появилось табло у нас и загорелась кнопочка режима Performance. В синтезаторе есть два режима работы. Вот тот, который загорелся сейчас по умолчанию, Performance, и мультитембровый режим. Вот этой кнопочкой, которая тут у нас находится, я могу переключать эти режимы, и будет загораться соответствующая лампочка. Вначале мы поговорим о режиме Performance, то есть режиме исполнения. Режим исполнения, он служит для исполнения, что логично. И в основном используется музыкантами на концертах. То есть, если вот музыкант не работает в студии, а просто является частью ансамбля, ему надо выбрать какой-то звук красивенький и быстренько сыграть как клавишнику. В режиме Performance, то есть в режиме исполнения, мы работаем с так называемыми патчами. Это вид голоса, который состоит из двух звуков. Вот давайте определимся немножко с понятиями, поскольку товарищи из Роланда, они всячески пытаются запутать мозги честным людям. И поэтому у них одни и те же названия, одни и те же термины, они применяются к разным вещам. То есть давайте договоримся, что звук – это, ну, если можно так сравнить, атом нашего синтезатора, то есть это его малейшая составная часть. Понятно, что внутри этого звука тоже много чего есть, но мы пока это рассматривать не будем. То есть звук – это наша мельчайшая единица. Из этих звуков создаются голоса, так называемые. И голоса эти в режимах работы синтезатора, в мультитембральном и в режиме исполнения, они называются тоже по-разному. Чтобы совсем запутать народ. То есть в режиме исполнения, который мы сейчас рассматриваем, голос состоит из двух звуков и называется по-английски patch. Вот на табло мы видим его как бы номер, название снизу. Ну, вот я синтезатор сбросил к заводским настройкам, и по умолчанию все, в общем-то, патчи, они называются Initial Patch. То есть им можно придумать свое название в процессе редактирования, но вот по умолчанию они называются так. И еще мы видим такую надпись Split C4. То есть что это такое? Ну, C4, как несложно догадаться, это нота до 4 октавы. А split, слово split говорит о том, что эта нота, она разделяет что-то. И, как я уже сказал ранее, в режиме исполнения голос состоит из двух звуков, то, в общем-то, эта нота split, нота раздела, она как раз отделяет один звук от другого. То есть вот у нас нота до 4 октавы. Вот она играет у нас звук пианино. А нота си 3 октавы, она уже играет другой звук. Итак, из чего состоит голос в режиме исполнения, то есть patch? Он состоит из двух звуков, как я уже сказал выше. Чтобы узнать, каких именно звуков, мы можем нажать одну из кнопок дисплей. И вот на табло у нас появляется название двух звуков.
в верхней строчке под литерой U это upper, то есть это верхний звук, как бы правая часть клавиатуры. Мы видим, что звук называется А01, акустик пиано 1. И под литерой L звук B01, фэнтези. Опять нажимаем одну из кнопок дисплей, и мы снова в начальном экране. Можно, в общем-то, любой кнопкой вызывать этот состав голоса patch. Ну, потом, соответственно, другой кнопочкой мы возвращаемся в начальный экран. Как выбрать тот или иной голос? В прошлом видео, когда мы говорили о ритмических паттернах, мы уже выбирали определенный паттерн. Тут два ряда кнопочек таких. Верхний ряд называется банк, и нижний ряд называется number. То есть мы, чтобы выбрать паттерн 11, мы набирали единичку сверху и единичку снизу. Здесь точно так же, только у нас еще здесь есть две группы, А и Б. Для их переключения служит, соответственно, кнопочка, на которой написано А дробь Б. Тут все очень просто. Вот у нас сейчас выбран патч А11. Значит, чтобы выбрать патч А12, мы, соответственно, А у нас уже выбрано. Мы, соответственно, нажимаем верхнюю кнопочку 1, нижнюю кнопочку 2. У нас выбран патч А12. Чтобы выбрать патч Б31, мы нажимаем кнопочку АБ и видим, что у нас на дисплее показания изменились на B12, но нам B12 не надо, нам надо B31, то есть верхнюю кнопочку 3, нижнюю кнопочку 1. Таким образом, эти голоса выбираются. Как их отредактировать? Давайте вернемся к нашему изначальному голосу А11. Для редакции точно так же, как с ритмическими паттернами, мы нажимаем клавишу Edit. Слева написано Patch, справа написано Tone. То есть мы можем отредактировать наш голос, либо один из звуков, которые его составляют. Но поскольку у нас в голосе Patch у нас два звука, то вот если мы нажмем кнопочку Tone, то следующий вопрос будет, какой из звуков редактировать, верхний или нижний. Вот. И соответствующие клавишами Lower или Upper мы, значит, это дело все выбираем. Сейчас я выйду из этого режима редактирования, поскольку мы о звуках будем говорить потом. Итак, еще раз входим в режим редактирования, кнопочка Edit, и на этот раз выбираем Patch. Теперь мы кнопочками Display вверх или вниз можем перебирать все возможные параметры для редактирования. Вот эти параметры у нас будут мигать, и, соответственно, кнопочками Value мы их можем менять. Ну, если вы помните, мы можем также менять это слайдером Value. Иногда это бывает более удобно. Потому что когда надо изменить на очень большую величину, 100 раз тыкать кнопочки вверх и вниз, это не очень удобно. Итак, начнем сначала. Режим клавиатуры. У нас по умолчанию выбрано сплит, то есть клавиатура раздельная. Значит, начиная от ноты, вот именно этой разделяющей, которая в данном случае у нас до 4-й октавы, правее от нее, ну и сама эта нота, они будут играть так называемый верхний звук,
левее нижний звук. Какие у нас есть еще варианты? Еще есть вариант Dual. В варианте Dual оба этих звука будут смешиваться и играться на всей клавиатуре. То есть вот я сейчас нажимаю до 4 октавы, и такой у нас смешанный звук звучит. Там и пианино, и звук фэнтези. И нажимаю C 3 октавы, там тоже звучат эти оба звука. И третий режим Whole. То есть это, если можно перевести с английского, как целый. В этом случае у нас вся клавиатура будет играть только верхний звук. То есть вот нота до 4 октавы, это пианино. И нота Си 3 октавы, это тоже пианино. И если мы сейчас выйдем из режима редактирования, то мы уже увидим здесь как раз вот этот режим клавиатуры. После названия звука тут у нас уже не говорится о ноте раздела, поскольку нота раздела как бы не существует в режиме Whole и в режиме Dual. Поэтому вот этот режим и отображается. Пойдем к следующим параметрам. Опять нажимаем кнопочку Edit. Выбираем Patch. С режимом клавиатуры мы разобрались. Следующий параметр Split Point. Ну, в данном случае, кроме режима Split для режимов Dual и Whole, этот параметр может быть любым. То есть, в общем-то, он не имеет значения. Следующий параметр выбор нижнего звука. Вот эти звуки у нас находятся в так называемых звуковых банках. Вот тут у нас первый раз мы, получается, имеем дублирование терминов от товарища Роланд. То есть вот у нас, если помните, банк это вот верхний ряд наших кнопочек. Но и звуки на самом деле они тоже хранятся в звуковых банках, так называемых. Или звуковых группах, еще как вот написано у Роланда. Но в принципе все программы редактирования этих звуков, они употребляют слово банк, и оно, по-моему, более правильно. В данном случае мы видим, что банк Б звук номер 1. Если мы хотим изменить имя банка, то мы меняем кнопочками value. Поскольку у нас сейчас мигает имя банка, то и мы, значит, соответственно, его можем изменять. Ну, наши знаменитые клавиши Upper и Lower, они позволяют нам выбирать другое значение. И в данном случае мы вот выбираем значение номера звука уже в банке. То есть B01 это Fantasy, а B номер 2 называется Harmapen. Ну, например, так. Далее клавишами дисплея переходим к следующему параметру. Upper Tone Select. Ну, несложно догадаться, что это выбор, какой звук у нас будет играть в верхней части клавиатуры. Ну, это говорится о режиме раздельном, но, в общем-то, чтобы не создавать дополнительную путаницу, даже когда эти звуки играют вместе, либо играет только один из них, все равно один из звуков называется верхним, другой из звуков называется нижним. Так, с этим все ясно. Здесь то же самое мы можем выбирать. Следующий параметр. Key Shift. Это сдвиг клавиатуры. Вот здесь вот у нас две циферки. Мигает сейчас нули для верхнего звука. Ну, поскольку у нас как бы верхний звук, он же режим Whole, то я любую клавишу тут нажимаю. Это
параметр транспонирования клавиатуры. Вот сейчас у нас 0,0, то есть никакого транспонирования нет, и если написано до, значит это и есть до. Вот я нажимаю до 5 октавы. Вот видите, я на полтона сдвинул его. Еще на полтона. Ну, вернем к нормальному звучанию. Точно так же можно выбрать и отредактировать низший звук. Идем дальше. Fine Tune. Это точная подстройка звука. Но это совсем для гурманов уже. То есть тут даже не о полтона идет речь, а о каких-то очень маленьких величинах. Сейчас попробуем изменить, но я не уверен, что мы что-то услышим. Вот у нас нормальный звук. Ну, очень незначительные изменения, но тем не менее их можно внести. Bender Range. Bender — это такая штука в левой части клавиатуры, которая напоминает джойстик. И с ее помощью можно создавать эффекты. Вот я сейчас, чтобы пояснить, какие эффекты, нажму одну из клавиш и покручу этот джойстик влево-вправо. Вот такой вот эффект завывания. Это если бендер крутить влево-вправо. А если бендер поднять вверх, то это будет у нас вибрато. Вот в конце вы немножко услышали вибрато. Так вот, этот диапазон, он регулирует, насколько сильно мы можем отклоняться от начального значения. Вот у нас стоит 12. Вот если я сделаю 24, например, то уже звук у нас будет уходить дальше. Ну, я думаю, это было заметно. По умолчанию тут стоит 12, то есть 1 октава. 12 полутонов. Следующий параметр называется Assign Mode. То есть режим назначения, режим определения. Он используется для правил звучания при двукратном нажатии одной и той же ноты на одном и том же MIDI-канале. То есть вот в режиме 1 у нас при нажатии повторном на одну и ту же ноту предыдущая нота как бы прервется и потом начнет играть следующая. И приоритет у нас стоит у последней ноты. То есть именно она заменит предыдущую. Ну, честно говоря, я эти режимы никогда не переключал, так что можно оставить здесь единичку. Следующий параметр — включения и выключения реверберации. Ну, тут, я думаю, с ним все понятно. Тип реверберации. Вот если вы заметили прошлый параметр, там было 2 значения, то есть для обоих звуков, то тип реверберации мы выбираем один на оба звука сразу. Таких типов у нас 8. Ну, можно поиграться, выбрать именно какой тип мы будем использовать. Время реверберации, следующий параметр, тоже он один, общий на оба звука. И уровень этой реверберации. То есть тут все можно настроить, как нам нравится. Следующий параметр — баланс звуков. Вот у нас сейчас мигают 2
циферки 50 и 50. Изменением этого параметра мы можем изменить баланс в пользу нижнего или верхнего звуков. Но в сумме всегда эти цифры должны будут составлять 100. То есть вот я от левый звук уменьшил 49, 48, и, соответственно, правый звук увеличивается на такое же количество единиц. То есть вот левый 45, значит правый 55. В сумме всегда они должны составлять 100. Вернем к предыдущим значениям. Следующий параметр – уровень голоса, уровень патча. Соответственно, изменяется от 0 до 100 единиц. И последний параметр – это имя голоса нашего, имя патча. Вот здесь у нас на табло 16 значков, и мы можем все их использовать для введения имени патча. Кнопочками Lower и Upper, соответственно, выбираем, какой значок мы редактируем. И кнопочками Value выбираем букву или цифру, или какую-то скобочку. Вот здесь, кстати, удобнее пользоваться также слайдером Value, потому что всяких значков у нас много, и так мы быстрее перейдем к имени нашего голоса. По умолчанию все голоса называются Initial Patch, но вот мы изменили это название, как нам нравится. Вот и все. То есть по кругу мы прошли все параметры. И теперь, если нам нравится то, что мы изменили, мы можем закончить с редактированием. Но тут одна есть тонкость. Так же, как в случаях с ритмическими паттернами, если мы сейчас нажмем кнопку Exit, то есть выйдем из режима редактирования, и потом перейдем к следующему патчу, к 12, например, а потом опять вернемся к 11, то у нас все, что мы тут доредактировали, оно потеряется. Поэтому прежде чем нажать кнопку Exit для выхода из режима редактирования, мы должны наш измененный патч сохранить. Это делается тоже аналогичным путем, как мы делали с ритмическими паттернами. То есть нажимаем кнопку Write, и он нас спрашивает, куда записать. Вот мы редактировали 11 патч, он в 11 нам и предлагает сохранить эти изменения. Но мы можем вместо А11, например, сохранить в Б77. Никто нам тоже не помешает это сделать. Точно так же здесь есть кнопка Compare. То есть мы вот смотрим, что у нас сейчас находится в B77 патче. Сравниваем с тем, что мы сделали. Мы сделали, допустим, нам нравится гораздо больше. И мы смело вносим изменения. Нажимаем Enter. Точно так же однократно нам надо снять защиту записи нажатием кнопки Write. И еще раз нажимаем Enter. И видим, что наш голос отредактировался и сохранился. Вот, в общем-то, и все, что нам надо знать про редактирование голосов в режиме исполнения. Так что остается просто ими пользоваться. Надо сказать, что мы можем не только играть наш голос, но и делать это в сопровождении ритмического паттерна какого-то. Вот мы переключаем на ритм и, допустим, выбираем
13-й ритмический паттерн. И вот запускаем. Ну, играем нашу волшебную партию. Опять-таки, эти паттерны, как мы уже умеем, мы их можем переключать. То есть, если выбрать новый паттерн, то со следующего такта будет играться новый паттерн. На этом все про голоса в режиме исполнения, то есть патчи. Теперь поговорим про банки звуков. Мы когда рассматривали состав голоса в режиме исполнения, мы выбирали верхний и нижний звук из имеющихся звуковых банков. Для этого на помощь к нам придет программка редактирования звуков для платформы Atari под названием Gadget Artist. Ну, для тех, кто не знает, платформа Atari – это были такие компьютеры в конце 80-х годов, для которых были написаны самые первые музыкальные программы. То есть, вот если кто-то знает сейчас мощные секвенсоры, типа Cubase, Logic и другие, то все они начинали свой путь на компьютерах Atari. И поэтому сейчас некоторые люди действительно используют эти древние компьютеры Atari, а некоторые пользуются эмуляцией Atari на других платформах. Вот в частности мы обратимся к такому эмулятору, чтобы посмотреть, как в редакторе отображается банк звуков. Мы воспользуемся помощью эмулятора и запустим редактор звуков и банков звуков для синтезатора Roland D20. В синтезаторе есть 4 банка звуков: А, Б, Р и I. Банки А и Б содержат по 64 звука. Вот сейчас у нас на экране показан банк А. Теперь я переключаю на банк Б. Вот видим звуки, список звуков этих банков. Также у нас есть банк R, который составляет 63 звука различных барабанов. Вот видите, последняя 64-я позиция называется OFF, то есть там барабанчика нету. Эти 3 банка мы изменить не можем. То есть мы можем что-то делать с самими звуками, но банки, они как зашиты, так и зашиты. Но вот есть еще один банк, который называется I. Такая буквочка И английская. Мы с ним можем делать все, что захотим. И на некоторых синтезаторах, вот как у меня, этот банк I, он совпадал с банком B. Но здесь вот мы видим, что он отличается. А на некоторых синтезаторах он уже был с завода запрограммирован вот этими звуками. И когда мы говорим обо всяких редакторах, то мы в основном имеем в виду редактирование этого банка I. Также в интернете можно найти коллекции различных звуков, и их мы загружаем в наш синтезатор тоже через вот этот вот банк I. Так что теперь, я думаю, вам понятнее, как это все выглядит, и можем идти дальше.
Ну вот теперь, когда с банками звуков нам более или менее ясно, перейдем ко второму режиму работы нашего синтезатора, мультитембральному. Переключаемся кнопкой переключения режимов и загорается лампочка мультитимбрал. Теперь мы в мультитембральном режиме. Этот режим работает с несколькими тембрами, как можно догадаться. И в этом режиме мы работаем с секвенсором, с передачей данных на другие источники, то есть подсоединенные компьютеры. Что мы видим на дисплее? На дисплее мы видим порт 1, channel 01, голос А11, акустик, пиано 1. В мультитембральном режиме голос называется тимбр, ну или по-русски тембр. Он состоит не из двух, а только из одного звука. Что говорит нам верхний ряд? В верхнем ряду есть такое понятие, как порт 1. Понятие это не совсем правильное, как всегда тут Роланд немножко путает нам голову. Его можно назвать дорожкой. Когда мы будем работать с секвенсором, мы увидим, что как раз этот парт, эта часть, она соответствует нашей дорожке. У нашего синтезатора есть 8 дорожек звуков и одна дорожка ударных. Ну и channel, соответственно, это MIDI-канал, по которому мы информацию с этой дорожки можем передать на внешний источник, например, на компьютер с секвенсором. С помощью кнопок дисплей мы можем между этими частями или дорожками переключаться. Вот мы видим порт 2, порт 3, порт 4, порт 5, 6, 7, 8. Всего у нас 8 таких частей. Но в нормальном режиме, не в режиме секвенсора, мы слышим только первую часть, только первую дорожку. Вот у нас написано на ней акустик пиано. Вот мы это акустическое пиано и слышим. Если мы переключимся на вторую дорожку, третью, четвертую, то слышим мы то же самое акустик пиано с первой дорожки. Это надо учесть, когда мы будем разбираться со звуками. Здесь почему мы переключаем дорожки, а звук играет один и тот же? А потому что мы слышим только первую дорожку в нормальном режиме, не в режиме секвенсора. Как мы будем редактировать тембр? Аналогично, как мы делали в случае с патчами, в режиме исполнения мы нажимаем кнопку Edit. И здесь то же самое у нас есть выбор клавишами Upper или Lower. Можно выбрать сам тембр, мы будем редактировать, или звук. Ну вот выберем звук и сразу попадаем в режим редактирования звука. То есть, поскольку у нас здесь тембр состоит только из одного звука, то нам не задается дополнительный вопрос, как в прошлый раз, что какой именно звук редактировать. У нас звук только один, ну, в общем-то, им мы и будем заниматься. Выходим из режима, потому что, в общем-то, наша задача сейчас это редактировать тембр. Заходим опять, клавиша Edit, и теперь выбираем тимбр. Первый параметр – это сам выбор самого звука из звукового банка, который составляет наш голос. Здесь у нас мигает параметр А, то есть это банк,
B, I. Вот такие три. Из этих трех банков мы можем выбрать наш звук. Ну и если клавишу Lower нажать, то будет мигать номер. И здесь мы можем опять-таки кнопочкой Value выбирать номер звука уже в банке. Ну и для более быстрого выбора можно воспользоваться слайдером Value. Ну, мы оставим наш первый звук. Принцип вы поняли. Следующий параметр – это сдвиг клавиатуры. Ну, точно так же, как и в редактировании этого параметра для голоса в режиме исполнения. Вот у нас есть до. Вот мы сдвигаем на тон, и это у нас уже си бемоль. Вот снова до. Следующий параметр – точная настройка. Подстройка даже, можно сказать, звука. Ну, на слух она очень слабо различима. Bender Range. Точно так же, как и в случае для патча, для голоса. Вот я его запущу сейчас. Вот сейчас, когда у нас предел изменений нашего джойстика 1 октава. А сейчас, когда 2 октавы, ну, видите, что звук отличается. Вернем 12 единиц, то есть 1 октава. Assign Mode, тот же самый параметр, режим присвоения, режим назначения. Это закон, по которому играются двойные ноты. Те же ноты, которые нажаты еще раз. Этот параметр мы не трогаем. Включение реверберации. И все. То есть вот мы перебрали все параметры. Видим, что их гораздо меньше, чем в режиме исполнения. Точно так же нам надо не забыть сохранить наши внесенные изменения. Нажимаем кнопку Write. Можно с использованием кнопки Compare посмотреть, что у нас было раньше, что у нас стало сейчас. Мы видим, что стало гораздо лучше. Нажимаем Enter. Но тут нам надо однократно убрать защиту от записи. Для этого еще раз нажимается кнопка Write и еще раз Enter. И видим, что наш голос отредактировался и сохранился. Выбираются наши тембры точно так же, как мы выбирали патчи, с помощью кнопки AB для выбора группы тембров. Мы сейчас выбрали группу B. Затем мы из кнопочек под литерами Bank и Number набираем наш номер. Ну, например, B77. То есть нажимаем семерочку сверху, семерочку снизу. В общем-то, это пока и все про наши тембры. И переходим к последней теме. Немножко поподробнее рассмотрим, что же у нас находится внутри самого звука. Вот мы говорили, что и тембры, и патчи, они состоят из звуков. Из чего состоит звук? Для этого к нам опять на помощь придет программа для платформы Atari. Еще один редактор звуков для Roland D20 под названием SynthWorks от фирмы Steinberg.
Этот редактор мы выбрали, потому что он более наглядно показывает состав звука. И на картиночках нам будет все лучше видно, чем если мы просто будем тыкать клавиши на синтезаторе. Вот перед нами окно программы SynthWorks. Что мы тут видим? Yamaha CP70. Это название нашего звука. Затем мы видим 4 части нашего звука, которые называются словом partial. Partial 1, Partial 2, Partial 3 и Partial 4. В общем-то, из этих частей и состоит звук. Каждый звук может иметь в составе от 1 до 4 частей. Ну, соответственно, если в звуке 4 части, он слушается богаче. Вот наши партиалы. Кроме того, в параметрах звука входят так называемые общие параметры. То есть это его название, это информация о том, существуют ли у нас части или они заглушены, то есть muted, вот как на экране. И как эти части соединяются между собой. То есть вот на картиночке хорошо видно, что первая и вторая часть, они соединены между собой. И также третья и четвертая. В первом случае тип соединения 2. Вот такая стоит циферка 2. А третья и четвертая часть, они соединены друг с другом по типу 3. Все эти типы, они красиво нарисованы на самом синтезаторе. Таких типов соединений 13, они называются структуры. И вот там схематично они все изображены. Вот еще раз видим, что слева у нас структура 2, то есть тип соединения двух частей, и справа структура 3. Ну и плюс к тому, каждая часть, естественно, имеет свои более тонкие настройки, которых очень много, и мы глубоко в них влезать не будем, потому что в основном вряд ли музыканты так далеко залазят внутрь, что именно подстраивают какие-то параметры одной из частей. Ну, раз мы пока видим окно программки, то эта программа, она, например, может создать совершенно случайным образом, выбрав все вот эти параметры звука, она может совершенно случайным образом создать нам банк звуков новый совершенно. Причем и названия этих звуков тоже будут случайным образом такой набор букв и цифр. Теперь посмотрим, как это редактирование звуков выглядит на синтезаторе. Вот у нас на табло сейчас выбран тембр B77. И мы можем отредактировать звук, который туда входит. Для этого нажимаем Edit и дальше выбираем тон. Значит, теперь кнопочками дисплей мы можем переключаться между группами наших данных, наших параметров звука. Вот сейчас на дисплее написано, что мы находимся в режиме редактирования общих параметров звука. А если мы будем переключаться вот этими клавишами дисплея вверх или вниз, мы будем переходить к другим группам. Вот следующие группы, различные огибающие, фильтры, уровни и так далее.
Так, значит, мы выбрали группу, которую будем редактировать. И теперь кнопочками из списка банк мы выбираем, какой именно параметр из данной группы параметров мы будем редактировать. Вот нажимаем единичку, у нас получается имя звука. Имена звуков, вот несмотря на то, что на табло у нас 16 единиц, но имена звуков могут состоять максимум из 10 знаков. То есть мы вот кнопочками upper и lower передвигаем. Видите, вот дошли до 10 и все. И дальше нас уже не пускают. Ну и перемещаясь по нашему названию таким образом с помощью нажатия клавиш upper и lower, мы выбираем тот знак, который мы хотим отредактировать, и кнопочками value, соответственно, эту редакцию производим. Здесь уместно снова пользоваться слайдером value вместо этого, потому что мы гораздо быстрее тогда вот все переделаем. Ну вот, например, мы оставим такое вот имя звука, очень загадочное. Имя звука мы отредактировали. Теперь идем дальше. Нажимаем кнопочку 2. Банк. Структура первой и второй части. Видим, что здесь структура номер 6 выбрана. Следующая кнопочка 3 из общих параметров звука. Структура третьей и четвертой части. Ну, мы видим, что это структура номер 1. Теперь следующий параметр. Это вид огибающий. И все. То есть я вот нажимаю дальше 5, 6, 7. И уже на дисплее ничего не меняется. Потому что мы, в общем-то, перебрали все общие параметры. Их оказалось у нас всего 4. И раз, два, три и 4. Теперь перейдем к следующей группе параметров. И здесь мы уже видим, что, во-первых, этих параметров больше, и, во-вторых, там уже появляется 4 значения. Почему это появляется так? Потому что у нас 4 части в звуке. И поэтому мы имеем возможность отредактировать значение данного параметра для каждой из этих частей. Вот я выбираю следующий параметр. Следующий. Еще один. Еще один. Еще один. Еще один. А вот 8 не выбирается. То есть в данной группе параметров только 7 параметров. Ну и таким образом мы можем перебрать все группы параметров. Они перебираются по кругу. И попадаем опять в общую группу параметров. То есть мы прошли весь круг. Ну, еще раз повторю, что это занятие, в общем-то, особенно на синтезаторе, оно достаточно трудоемкое. И надо очень хорошо представлять, что каждый из параметров означает. Поэтому я так бегло на нем останавливаюсь, показываю сам принцип, как выбрать группу, как редактировать параметры. Но с использованием внешних программ, ну, в частности, вот для компьютера Atari, есть и под Windows такие программы, которые редактируют эти звуки. На внешних компьютерах это делать гораздо удобнее. Вот мы произвели все изменения, которые хотели с нашим звуком. И теперь попытаемся его сохранить. Потому что мы помним, что если мы не сохраним этот звук, этот голос или этот тембр, все что угодно, то в следующий раз у нас будет играть все то, что мы
имели раньше, до наших изменений. Итак, для сохранения нажимаем один раз кнопку Write, и нас спрашивают, куда сохранить наш новый звук. И если вы помните, в синтезаторе Roland D20 банки А, Б и Р, они неизменяемы, то есть они намертво вшиты в память синтезатора. И вот мы сейчас редактировали звук B55, и как B55 мы его сохранить не можем. То есть в этом случае нам на выручку приходит наш банк I. Чтобы получить к нему доступ, мы должны нажать кнопочку Int Card. Вот эта кнопочка нажата, и нам уже предлагается сохранить наш звук как I55. Ну, это чисто по аналогии, что B55 и I55. Изменить значение этого номера мы можем клавишами Value, ну, или слайдером Value. Вот мы можем, например, записать его в I64. Нажимаем Enter. Как всегда, для того, чтобы однократно снять защиту от случайной записи, надо еще раз нажать Write и затем еще раз Enter. Наш звук сохранен. Но поскольку мы его редактировали не просто так, а внутри тембра, внутри нашего тембра B77, название тембра тоже изменилось. Название тембра вообще оно всегда соответствует названию звука. Если мы название звука изменили, то и название тембра соответственно меняется. И вот он у нас теперь с таким странным знаком равно посередине имени. Ну, в общем-то, и все о редактировании звуков на сегодня. Давайте подытожим, что мы сегодня прошли. Мы рассмотрели два режима работы синтезатора. Это режим исполнения или performance и режим мультитембральный. Рассмотрели голоса, характерные для каждого из этих режимов. То есть в режиме исполнения голос называется patch и состоит из двух звуков. В режиме мультитембральном голос называется тембр и состоит из одного звука. Также мы посмотрели, из чего состоят эти сами звуки. И немножко поредактировали эти звуки и посмотрели, как выглядят банки звуков списком. То есть, когда все 63 либо 64 звука на одном экране, но это достигается только с помощью внешних программ. На сегодня это все. Если понравилось видео, ставьте лайки, предлагайте новые темы. Всем привет! Game over, man. Game over.